Люди отправили огромные корабли с преступниками в космос, те через 40 лет нагнулись на разных планетах, стали строить цивилизацию, строили, но где-то проебались и получилась конфедерация тиранов. Конфедерация стала всех давить своей харизмой и необъемной задницей, поэтому появились недовольные в лице чутких подсыков с подъезда сыны Кархала. Они проводили рейды на базы конфедерации, что не мешало ей продолжать пинать хуи. В это же время в секторе появляется неизвестная агрессивная раса, названная зергами, которые выжирают миры быстрее, чем ваш батя шведский стол. Они атакуют планеты конфедерации по просьбе самой конфедерации. Что? Да ничто, сам сначала не понял и вам не советую. Также в секторе появляется другая раса, названная протосами. Они очень бомбят на зергов, поэтому выжигают все планеты, на которых их обнаруживают, в том числе и планеты конфедерации, на которых по приглашению конфедерации оказались зерги. Вот с этого дерьма начинается первая часть игры StarCraft. Теперь сама игра. Местный авторитет Джим Рейнер собирает банду и идет спасать жителей своей планеты от зергов, так как конфедерация забила на них и вообще это часть их плана, так что сидите и пердите. Джим возглавляет отряд и уничтожает зараженный зергами командный центр. Думает, что его наградят, но конфедерации они объявляют Джима предателем и военным преступником. Джим от такого и даже угодил в тюрьму, но его оттуда быстро вытащили. В итоге, когда наступает полный звездец, а зерги заполняют всю планету, отступать некуда, с игроком связывается Арктур Менгск, лидер повстанцев. Он эвакуирует игрока и его людей с планеты. Теперь Джим и игрок работают на благо восстания, попутно натравив зергов на важную планету конфедерации и размотав ее флот. Все идет по плану, но тут нет Ленина, а значит в какой-то момент все идет по пи***е. Менгс предает свою помощницу Сору Керриган, оставив ее на съедение роя зергов. Рейнер за это обижается на Менгска и сваливает во свояси. Но Керриган не умирает, ибо разработчиков назовут сексистами, а перерождается в королеву клинков. Теперь она служит сверхразуму. Не так, как вы подумали, который управляет всеми зергами. Сверхразуму удалось получить данное местоположение главной планеты протоссов Айур, который в скором времени и становится жертвой пьяного бати в лице главного игрока, играющего за зергов. У протоссов это не первая охотка, так что они решают нанести ответные удары, поломать помощников сверхразума зергов. Вот только зерги имбовые, так что протоссы сосат. После недолгих междуусобных перепалок и обвинений, кто же виноват, протоссы объединяются с Джимом Рейнером и бегут гриферить сверхразум, который, крича «обоссыте, но не бейте», взрывается от переизбытка экшона в этой игре. Бом! Это была первая часть игры, дальше идет дополнение Брутвар. В смысле? Я думал, вторая часть. Нет, потом Брутвар, потом вторая часть, которая делится на 3 части.